Добрый вечер всем участникам, участницам нашего проекта и нашего сегодняшнего вебинара. Благодарю за то, что приходите, благодарю за то, что здороваетесь, задаете вопросы. Я всегда прошу на своих встречах быть активными, задавать свои вопросы, и я с вами сотрудничаю. Иногда некоторую информацию прошу мне ответить, и даю вам возможность ответить и получить, собственно, мою реакцию, для чего это необходимо было сделано, да. Я сегодня вас попрошу вот о чем. Мы сегодня будем говорить о игре. Да, тема сегодня малыш с расстройством аутистичного спектра не может играть самостоятельно, то есть как себя занять. Но сегодня речь будет не только о малышах идти. Я объясню, почему сегодняшний вебинар вообще возник. То есть это проблема, с которой обращаются ко мне родители 5 лет ребенка, 7, 9, 12 и так далее. Летом как-то, ну, в связи с тем, что много путешествует, природы, велосипеды, прогулок, как такой острой необходимости не стояло. То есть она была, но не была так настолько острая. Были другие какие-то проблемы, которые родители хотели решать. Добрый вечер. А сейчас в связи с тем, что погода портится. Ну, например, в Киеве, как началось с начала сентября, одни дожди, холод и так далее. То есть погода не гулятельная, и дети находятся все время дома. И вот стала проблема, что родители, многие работают онлайн. Даже если мама не работает, папа где-то на работе, ей необходимо выполнить ряд действий, приготовить, убрать, постирать, погладить и так далее. А если еще ребенок не сам, есть еще другие детки, да, им уделить внимание. То есть стал вопрос, а как же сделать так, чтобы ребенок не висел на руках? Ну, давайте откровенно, чтобы не дергал все время. Либо другой момент, что ребенок, может, и не подходит, но он постоянно стимится, постоянно делает какие-то такие вещи, которые, ну, точно не прибавляет ему развития, да, и, соответственно, стал вопрос. Поэтому сегодняшняя встреча именно для вас, дорогие родители. Я вас попрошу написать возраст вашего ребенка. Есть разница, как занять 3-летнего ребенка, как занять 9-летнего ребенка, как занять 15-летнего ребенка. Это совсем, совсем большая разница, да, то есть это разный круг навыков, умений, пониманий. Мгм. Ой, благодарю. 7 лет, 9 лет. Отлично. Я думаю, что вам, поверьте, будет очень интересна сегодняшняя тема, и это то, что действительно беспокоит и болит. 4,5 года. Мгм. Спасибо большое, что включены и отвечаете. 3 года. Отлично. То есть, да, есть разница. 3 года и 9 лет. Вы не переживайте. Всем сегодня получат ответы на свои вопросы. И все получат рекомендации, вне зависимости, 3, 7, 9 лет и так далее. То есть я хочу просто обозначить, что когда ребенку 3 года, у него определенный набор навыков, да, когда 9 лет мы можем расширить задачу, то есть здесь уже не только игровые навыки, это важно, когда ребенок себя занимает, навыки опрятности, и мы уже вводим обязанности. Вы не забывайте, что с 7-летнего возраста у ребенка должны появиться обязанности. Это не то, что мы иногда что-то ребенка просим, поставить там чашку в умывальник и так далее. Нет. Что такое обязанность? Вот у вас есть семья, мама, папа, да, и мы разделяем обязанности. Иногда мы друг друга замещаем, но некоторые вещи у нас четко распределены. Кто застилает постель, кто готовит кушать, кто моет посуду и так далее. Кто поливает цветы, кто меняет постельное белье. Ну, то есть это обязанность. И обязанность, она постоянно закреплена за ребенком. И, то есть это ежедневная, ну, может, не ежедневно, например, цветы мы не ежедневно поливаем, но тем не менее это постоянная функция, которая закреплена за ребенка.
Я немножко отошла от сути, я сейчас вернусь к нашей обозначенной теме, но я хочу сказать то, что кроме игры в определенном возрасте добавляется еще определенный аспект. И это важно. Итак, сегодня будут рекомендации для родителей, чьи дети не умеют сами себя занять или играть. Очень часто я слышу, поверьте, от родителей такие жалобы. Либо вы задаете эти вопросы онлайн в эфире, либо на консультациях, либо когда приезжаете ко мне в кабинет, это очень часто. Что это может быть? Целый день занимается только самостимуляцией. Он или она просто бродит по дому и только кушает. Это может быть, особенно подростки, когда у них потребность и организм растет, и они уже сами не требуют вашей помощи, достают себе все, что хотят, это тоже бывает. Либо она все время смотрит телевизор или играет в телефоне. Это говорит о чем? Это говорит о нехватке навыков досуга. Это очень важно. Навык досуга – это те навыки, интересы и хобби, которые нужны большинству из нас. Для чего они нужны? Чтобы отдохнуть или просто получить удовольствие, отвлечься. Это очень важное умение для жизни. Ну, при определенных хобби, да, мы еще ищем себе друзей по интересам. При работе с детками с расстройством аутистичного спектра легко увлечься, это я всегда говорю, учебными и речевыми навыками. Да, то есть мы это ставим во главу очень часто, и когнитивные навыки, читать, считать, писать, ну, то есть все, что входит в какие-то, особенно подготовку к школе, определенные навыки, то есть мы туда погружаемся. Но при этом пропускаем очень часто нечто важное, без чего картина будет неполной. Зачем трехлетнему ребенку тратить время и учиться развлекать себя, даже если рядом нет взрослых? Потому что в один прекрасный день ему исполнится 12, 15, 19 лет. Что он будет делать тогда? Когда ему станет скучно, а мама и папа будут заняты. Что он будет делать тогда? Вращаться на месте, стоять на голове, бегать по комнате. Что он будет делать? Будет ли он в состоянии подойти к полочкам или к шкафчику, достать игру настольную? Например, игра «Эрудит». Мы все с вами ее играли. Ну, я сейчас не буду перечислять, но есть очень много игр, в которые ребенок может поиграть сам. То есть типа логических каких-то конструкций и так далее. Ну, например, я привела в пример игру, которую мы точно знали и с вами играли, да, все. Эрудит. И может ли ребенок начать составлять слова из фишек с буквами, то есть занять себя сам? Для каждого из вас досуг уже выбран путем разных проб и ошибок. Но вы экспериментировали в детстве, подростковом периоде, будучи взрослыми. Это может быть для кого-то кулинария. Кто-то любит выпекать, экспериментировать. Отлично. Кто-то наоборот, боже упаси, только не кухня, любит с цветочками возиться. Кто-то вышивает. Кто-то, может, любит играть в видеоигры. Или кто-то любит ходить в гости. Вот человека успокаивает, отвлекает это разговоры с друзьями, встречи, совместные какие-то прогулки, онлайн или офлайн какие-то разговоры. Кому-то важно рисовать. Это его отвлекает и увлекает, читать книгу и так далее. Если вам одиноко, грустно, скучно, если вы испытываете напряжение или усталость, то никто не должен стоять возле вас над душой и давать ценные указания о том, как поднять себе настроение. Безусловно, у каждого из вас есть навыки для того, чтобы выбрать себе занятие.
начать его делать и самостоятельно завершить его. То есть вам не надо говорить, как это делать, когда вам это завершить. Вы сами контролируете, когда вам это завершать. Вы сами распределяете свое время, желание в зависимости от того, опять же таки, сколько вы можете выделить на это. Внимание, вопрос. Сейчас к вам. Дорогие родители, я говорила, что я вас буду спрашивать. Можете ли вы сказать то же самое о вашем ребенке? Вот. Что делает ваш ребенок, когда ему скучно? Может ли он развлечься, если вы не уделяете ему внимания? Да, вы извините, но столько вопросов. Можете не на все отвечать, но на то, что для вас важно. Когда ваш ребенок заканчивает одно дело, может ли он самостоятельно начать другое? Конструктивное, да, я сейчас добавлю, конструктивное какое-то дело, да, от одной деятельности к другой, не разрушающее, не без порчи имущества, и чтобы у мамы или у папы не дергался глазик. Да. Может ли это ребенок сделать? Так, ну, нет, вокализирует. Мгм. Если другие родители могут ответить, я буду признательна. То есть что-то из этих вопросов, да, о том, что может ли ребенок себя сам занять, что делает ваш ребенок, может ли он развлечься, если вы не уделяете ему внимания, когда ваш ребенок заканчивает одну деятельность, может ли он конструктивно, самостоятельно начать другое. Так. Недовго до години. Інколи потрібно сказати, щоб складав конструктор тощо. Угу, дякую. Так, единственное, опять мне эта нижняя строчка съезжает. Так что не удивляйтесь, если будут появляться мои какие-то смайлики, но мне помогает строчки подняться. Ваш текст. Угу. Сын 9 лет боится оставаться один, даже в комнате. Невозможно выйти в магазин, даже на 5 минут. Как можно помочь? Сейчас я пройдусь по теме и обязательно отвечу. Сейчас, вернее, по вопросам я отвечу вам. Если я дома, ага, это вы дальше продолжаете. Если я дома, он может собирать пазлы, лепить, играть в игрушки. Отлично. Но здесь больше то, что вы описываете состояние, здесь больше тревожность. Здесь больше тревожность, чем не возможность какой-то самостоятельной деятельности или быть самому. Чем вызвана тревожность? Каким предыдущим опытом? Было ли такое, что он игрался, а вы куда-то ушли, и он оставался с кем-то другим взрослым? Такой момент. Но здесь важно для себя понимать, что причиной является страх. Страх непонимания, что вы вернетесь и вы ненадолго уходите. Здесь важно понимать это, потому что все зависит от уровня понимания интеллекта ребенка и предыдущего опыта. Что случалось? Ну, такие случаи очень часто, когда в таком возрасте 9 лет, не в 3, не в 4, не в 5, ребенок такой тревожный, когда есть предыдущий опыт. Мама могла заболеть, попасть в больницу. Или надо было срочно уехать. И это страх, непонимание, как долго, для ребенка это длилось целую вечность. Я сейчас фантазирую, Луна, я не знаю предыдущий опыт вашего ребенка, что случалось. Я просто говорю, какие бывают причины и почему так случается. Поэтому здесь очень важно проработать именно тревожность. То есть здесь первоначальный страх, а страх может быть от непонимания ситуации, контекста ситуации, либо предыдущий опыт не проговоренный, не снято напряжение. Ирина, может занять себя посмотреть просмотром мультиков в Ютубе. Угу. Благодарю. Видите, какие вы сегодня активные. Спасибо вам большое. Итак, я настоятельно рекомендую обучение навыкам досуга для тех детей, которые тратят
все свое время на повторяющееся поведение. Они могут, ну что это за повторяющееся поведение? Бегать туда-обратно по комнате, кто-то вверх-вниз по лестнице, кто-то крутится на стульчике, кто-то выстраивает в ряд игрушки, кто-то жует одежду, да? Или, например, другие несъедобные предметы. Кто-то выстраивает постоянно башенки и рушит. То есть постоянно одно и то же действие. Мгм. Так, Карина, вы написали, машет руками. Мгм. Вот как раз сейчас я и об этом говорю, что очень важно, когда идет много стимов, ребенок сам себя завлекает, и он уходит в эту аутизацию, надо оттуда его вынимать, ну, то есть конструктивным способом. Так, Луна, я сейчас секундочку отвечу на другие вопросы, вернее, в дополнение, а потом вам. Вокализация и бегает по коридору. Мгм. Динара, сын 3 года 6 месяцев, диагноз раз ЗПР. Как и какие игры играть с таким ребенком? Сейчас мы все перейдем, не все сразу. Сейчас мы как раз об этом будем говорить. И Луна, я никогда его не оставляла одного, то есть с ним обязательно кто-то рядом. Если я ухожу, я объясняю, что иду туда, но приду скоро. Вы знаете, я бы все-таки вам рекомендовала посмотреть вебинар по тревожности. То есть там есть четкие механизмы и объяснение, когда такая, ну, 9 лет – это серьезный возраст для того, чтобы уже понимать контекст того, что вы вернетесь, что вы не обманываете, да, то есть нету каких-то моментов предпосылок, тем более, если не было каких-то травмирующих событий предыдущих. Поэтому я настоятельно рекомендую отдельный вебинар послушать, просто он таки называется «Тревожность», и там абсолютно действующие методы, какие мы можем применять, и посмотреть, что же является причиной, что запускает и дополнительно усиливает такое тревожное состояние. Угу. Карин, вы написали, еще берет 2 одинаковых предмета, я так поняла, і крутить, да? Угу. Ірина, бігає по колу і вокалізує, але коли зайнятий чимось, то сидить тихо і спокійно. Карин, вот, стучит, да, потому что там непонятно было. Илона, спасибо большое. Все, отлично, класс, спасибо большое. Это настолько потрясающе, что вы включились. Благодарю за вашу активность. Я еще вас не отпускаю. Я еще буду задавать вопросы. Спасибо. И обязательно я дам рекомендации. Не переживайте, что делать, как делать. Вы после вебинаров от меня просто так не выходите. Итак, когда я вижу и слышу нечто подобное, то представляю себе такой огромный неоновый мигающий знак, который горит и говорит: обучи меня навыкам досуга, научи меня играть. Прежде чем рассказать о том, как учить таким навыкам, позвольте мне рассмотреть типичные ошибки. Да, вот пробежимся по ошибкам. Во-первых, даже если вам кажется, что определенная игра, занятие, игрушка станет приятным и любимым видом досуга для вашего ребенка, то это еще не значит, что это так и будет. Поймите, что поначалу вам придется снова и снова обучать ребенка новым навыкам и поощрять его, прежде чем он начнет спонтанно и самостоятельно обращаться к новому занятию. Во-вторых, для того, чтобы обучать ребенка навыкам досуга, да, назовем это навыком досуга, навыкам игры и навыка досуга, необходимо будет ввести определенную процедуру. Ну, я сейчас буду говорить такими терминами психологическими, но вы же нас слушаете постоянно с Юлечкой, поэтому уже определенную терминологию я буду объяснять, конечно, но вы ее должны
немного выучить, да, то есть процедуру вымирания. Это отсутствие подкрепления какого-то поведения. Ну, например, нежелательное поведение, что ребенок постоянно стимится, стучит, качается и так далее. Это тоже определенное поведение, и мы его ставим на вымирание. Или дифференциального подкрепления, то есть альтернативное поведение мы поощряем. То есть поощрение, желательное поведение, которое приводит к результату определенному, и игнорирование или ставим на вымирание то поведение, которое нам не нравится. Ну да, страшными словами покидалось, но теперь перейдем дальше. Для нежелательных видов поведения вот такая нужна конструкция действия. Почему? Почему, дорогие родители и специалисты, даже не пытайтесь конкурировать с тряской кистями рук. Даже не пытайтесь конкурировать с хождением на цыпочках или шатанием из угла в угол. Предлагаю вместо этого сыграть с вами в монополию. Вам это не победить. Вместо этого поощряйте ребенка каждый раз, когда он делает то, что вы от него хотите. Например, садится рядом и играет самую простую игру, кинуть мячик, ну, условно, но он сел рядышком. Он не трясет в это время руками, он не грызет кофту, он себя не бьет, и мы это поощряем. При этом игнорируйте, блокируйте или перенаправляйте ребенка тогда, когда он начинает заниматься тем, чем бы вам не хотелось, чтобы он занимался. Выбор метода, как работать с нежелательным поведением, то есть игнорирование, блокирование и перенаправлением, вы выбираете из того, что срабатывает. У каждого индивидуально. Я сейчас этого не могу сделать. Это делается, ну, когда ребенок в сопровождении, да, когда я ребенка вижу или офлайн, или онлайн видео. Так я сейчас это рекомендовать не буду. То есть очень важно, чтобы вы понимали, что конкурировать с тем поведением, которое ребенок сейчас демонстрирует, но это будет большая оплошность. Мы с самого начала подкрепляем то, что нам хочется, а то нежелательное поведение, мы 3 вида есть работа с этим поведением, да? Наконец, ваш лучший друг – это систематические подсказки. То есть это ваш друг. Ваш друг – это поощрение, и почему-то оно очень часто упускается и игнорирует. Ну, дорогие родители, скажите, пожалуйста, я думаю, что многие из вас работали, кто сейчас с детьми занимается, не работает, а может и сейчас есть мамы, которые и совмещают, и ну, обучение ребенка, и за ним уход, и учебу, и работа. Скажите, пожалуйста, вам было приятно, кроме зарплаты, получать премию, подарки от коллектива или директора? Приятно. То есть оно вас мотивировало работать еще лучше, как-то включало, да, то есть позитивный настрой именно к работе и к той деятельности в работе, которую вы выполняли. Если это так работало с вами, со взрослыми людьми, то почему вы всеми боитесь этих поощрений с детьми? Какая-то такая странная какая-то есть идеология, не знаю. Боже мой, он же будет сидеть на этих поощрениях. Но не будет ребенок постоянно зависим от этих поощрений. Не будет. То есть как только ребенок, тут же какая самая главная связка? Причинно-следственная связь. Я ее постоянно говорю, и вы извините, что я так отхожу от темы игры, но это очень важно. То есть это, понимаете, ваших два союзника, подсказки и поощрения, и вы часто из поощрения как-то отталкиваете. Это, ну, не надо, не надо. Там где-то написали, что это плохо, ребенок привыкает, и вы остаетесь с одним союзником, который
ну, не всегда приводит к тому, что ребенок в опыт переносит эти умения, которым вы его обучаете. Я сейчас объясню, для чего поощрение необходимо, какая причинно-следственная связь. Итак, для начала ребенок понимает, что за эту деятельность, какую он выполнит, он что-то получает. То есть даже если ему очень не хочется это выполнять, но ему очень хочется получить вот это после. Он это делает, а потом у него что-то получается. Ух ты! Так я же стал понимать. Там соотносить части, соединять фигурки, давать, один, два различать. Ого! И тут уже момент самоценность, уже поощрение уменьшается, само задание увеличивается по количеству, по продолжительности, и само остается положительный эффект. Вот за 1,5-2 месяца использования поощрения, да, остается эффект такой, как вам сказать, послевкусие, да, от того, что я даже не получаю поощрения, но я понимаю, что я молодец, я успешный. Здесь то же самое, это как проводник такой, да, чтобы ребенок начал все-таки что-то делать. То есть это как бы запустить с этого, ой, не хочу, не буду, кричи там, это самое, ну ладно, сделаю, потому что там шоколадка. То есть вам шоколадка потом не нужна. Ребенок уже будет это понимать, и само удовольствие от того, что я молодец, у меня все получается, оно уже нивелирует это поощрение. То есть вы уже ставите себе другие задачи, да, когда там усложняется учеба, усложняются какие-то навыки обучать и так далее. Но я вас прошу не игнорировать эти две вещи. Мне говорили, что пищевое поощрение – самый нежелательный вид поощрения, который может закрепиться надолго у ребенка, хотя это самый легкий, удобный путь. Я вам скажу за много лет практики, что а-та-та тем, кто вам сказал. С этого мы обычно начинаем, потому что дети часто полевые. Они не понимают, ну, и не получают удовольствие от каких-то игр и действий, и манипуляций с предметами. Как правило, пищевое поощрение, оно становится самым сильным. То есть мы же выбираем как поощрение? Мы выбираем тот объект, предмет, действие, за которым ребенок прям трусится. Есть большая разница. То, что мне нравится, и за то я буду пахать. Я всеми привожу один и тот же пример, но, извините, это из песни слов не выкинешь. Я люблю сладкое. Я очень люблю сладкое. То есть я каждый день ем. Но я за торт работать не буду, да? То есть я это люблю. Но, извините, за тортик я работать не буду. Так и ребенок. Может, ему нравится там игрушка какая-то. Но вот кусочек шоколадки – это то, за что я буду пахать. В чем преимущество поощрения пищевого? Его не надо забирать обратно. Понимаете, это очень важно, потому что игрушку еще попробуй забрать. И, соответственно, это слезы, сопли и так далее. То есть свои, ну, есть моменты, да. Здесь это быстро, это же не значит, что шоколадку большую дать, кусочек шоколадки, это быстро, там или изюмчик, у кого, поверьте, за много лет это может быть и колбаска, у меня было так, что родители приносили, и колбаска, и кусок сала, и мед, ну, то есть у каждого ребенка зачем-то каким-то своим предметом трусится. Но это то мы выбираем, всегда исходим из того, что ребенка есть потребность, за что он готов пахать. Это первое. И второе, это то, что не надо забирать. Поверьте, пищевое поощрение, это, ну, как на мое, ну, усмотрение, это самое лучшее, что может быть, потому что это не надо возвращать. То есть вы не травмируете ребенка повторно. Но опять же таки, это у каждого ребенка свои предпочтения. Кто-то вообще не любит есть, и там выборочная еда, да, и, соответственно, еда не может быть поощрением, потому что у ребенка и так скудный репертуар, да, пищевой. Поэтому, но не бойтесь этого, поверьте.
Не рекомендовала бы, если бы много лет с этим бы не работала. Поэтому еще раз, 2 союзника– это систематическая подсказка и поощрение. Если вы хотите разобраться поощрение, как его давать, какие виды, как мы систематизируем, переходим от одного к другому, как мы выбираем ребенку. У меня есть отдельный вебинар по поощрению, и я вас прошу с ним ознакомиться. Вы знаете, есть 2 вебинара, которые я считаю, что без знаний с ними, этих вебинаров, то есть невозможно работать с ребенком. Это первый вебинар по поведению, это просто кровь из носу, всем надо знать, какие методы работают на гашение поведения, на блокировку, на вымирание, на игнорирование, потому что игнорирование бывает разным. Есть один вид игнорирования, которым мы только травматизируем ребенка, а есть другой вид игнорирования, который помогает нам гасить нежелательное поведение. То есть без понимания, что подкрепляет поведение, что запускает нежелательное, мы не можем работать с поведением. Ну, просто априори мы не можем. И второй вебинар– это поощрение. То есть нам надо изучить союзника нашего. Это поощрение. Четко понимать, как поощрять, когда поощрять, если это предмет, как его забирать, сколько времени у нас есть, чтобы дать это поощрение. Это очень важно, потому что, опять же таки, это наша опора. Добрый вечер, Гаджега, добрый. Так, все вопросы есть у Яночки, вернее, ответы на ваши вопросы есть у Яночки. Она вот сейчас скинула сайт, и вы можете зайти. Пожалуйста, не игнорируйте эти моменты. Они вам помогут не только в игровых навыках, навыках опрятности, навыков по коммуникации, гигиена, сон, еда, туалет и самое главное обучение, то, к чему мы всегда стремимся. Но мы сегодня не про обучение, мы сегодня про самостоятельные и игры, и досуг. Итак, я продолжаю дальше. Обязательно задавайте вопросы. Вы сегодня просто супер активны, и это очень меня вдохновляет. Если я работаю с ребенком, который привык целыми днями играть, например, в кухонной раковине, что-то там переливать, закрывать, и раковину там набирать воды и так далее. Есть такие детки, да, и мычит что-то ребенок себе под нос. То я не могу ожидать, что этот ребенок будет играть со мной в игру домино целых полчаса. Ну, это нереальное, да, ожидание. Это будет совсем нереалистичной целью. И я такой цели даже не ставлю. Лучше начать с такого уровня, который гарантирует ребенку успех. Например, можно принести игру на 5 уже домино, давать ребенку желанную награду за то, что он сидит тихо и возле меня, и установить таймер на 5-10 секунд. То есть не играть не со мной, не пытаться ставить эти фишечки и так далее. Что он просто сел, вот игра, домино, мы сели рядышком, 5-10 секунд. Ну, то есть вы понимаете, с какого уровня я говорила, да, ребенка навыков. И он сидит возле меня, не убегает к умывальнику, не мычит. Он сидит 5-10 секунд возле меня. Молодец! Да? То есть как бы он посидел, просто увидел эту игру домино. Условно. То есть с чего мы начинаем? Потому что, как правило, у родителей иногда настолько завышенные ожидания. Я сейчас вам скажу вот таком примере. Ну, условно, и вы сейчас поймете, о чем это. Я сейчас не про игру, я про другое действие, но вы поймете. Например, ко мне обратилась мама одна, которая говорит, я хочу, чтобы когда ребенок хочет пить, там, молоко, сок, то сам, например, ребенок открыл холодильник, налил себе и так далее. Окей, хорошо, не вопрос. Для того, чтобы ребенок налил сок, сколько нам нужно действия? Мама тогда призадумалась. Ну что же это, ну просто налить сок. Да не вопрос. Итак,
Для того, чтобы ребенок налил сок, ему надо открыть дверцу шкафчика, достать стакан, закрыть дверцу шкафчика, потом открыть дверцу холодильника, достать пакет сока, условно, закрыть холодильник, поставить сок на стол, открутить крышечку, уметь налить, поставить тут емкость, да, снова пакет с соком. Дальше уже, смотрите, 11. Закрутить крышечку, открыть холодильник, поставить сок в холодильник, закрыть холодильник, и это уже 14. И только тогда приступить попить. Ваш ребенок знает последовательность этих действий? Ваш ребенок умеет эти все действия сделать? Нет. То есть о какой мы целостной картине можем говорить? Так и игре. Для того, чтобы, когда мы берем какую-то игру, мы должны понимать, что ребенок обладает 80% навыков для того, чтобы мы эту игру запустили. Например, игра в лото. То есть ребенок должен разбираться в своем лото. Если мы говорим там, есть разные лото. Есть с животными, есть с цифрами, есть, ну, сейчас что угодно. Для того, чтобы ребенок, например, тоже играл в лото, он должен сопоставить, он должен слышать инструкцию, он должен уметь подождать, очередь соблюдать, он должен, например, когда у кого есть там корова, да, он должен понимать и слышать, что это корова, и соотносить корову с коровой. То есть, понимаете, иногда мы хотим каких-то нереальных, ставим нереальные задачи и нереальные, соответственно, требования к ребенку предоставляем. Угу. Настя, підскажіть, будь ласка, Ваня почав грати по вашим рекомендаціям візуальна підказка ігор по черзі, але він тепер сприймає це як обов'язок. Як показати, що він може сам вибрати гру і грати як хоче? Дякую. Здесь вы обозначаете это отлично, во-первых, что играет. Обычно, что спасибо большое, что вы с этим поделились. И у нас это получилось. Это, кстати, очень важно. Вот. Но здесь момент того, скажу первоначально, не все так просто. Для того, чтобы ребенок понимал это не как обязанность, здесь должно получиться то, что мы должны правильно выбрать игры, да, правильно подобранные. Это то, что ему нравится, это раз. А во-вторых, здесь момент того, что это не как наказание. Вот он занимается собой, да, здесь, это не наказание. Мы можем подойти в любой момент, не обязательно в одно и то же время, как-то хаотично. Там сначала через 5 минут, а потом через полчаса. Молодец, ты играешься. То есть здесь момент подкрепления, поощрения, что это не наказание, что ты молодец, это твой выбор. Ты играешь, ага, ты в это уже играешь, молодец. Ты так сегодня захотел поиграть, ну, например, в разном порядке. Но до самого начала они это воспринимают как момент такого обучения и, ну, условная, скажем, задача, как домашнее задание, да, то есть, которые мы должны выполнить. Может быть такое, что удовольствие они не получают в самом начале. Но здесь может быть какая причина? Когда очень сильная связка с родителями и тяжела сепарация. Вот, то есть мама, папа должны быть все время, ребенок через каждые 5 минут все время с ними и висит на них. То есть этот момент для них, ну, тяжелый, да. Второй момент, когда тяжело подобрать игры, и игры можем не угадать. Но не бойтесь даже этого сейчас, что Ваня воспринимает это как элемент обучения, да, то есть как обязательство. Самая главная наша задача, что ребенок это понимает нашу задачу, он научается с ней справляться и сепарируется немножко от вас. Дальше
он будет, чем больше он будет проходить время, и это уже будет привычка. Мы помним, что привычка формируется полтора месяца закрепляется. Здесь не будет так для него это тяжело и, скажем, как наказание им чувствоваться, да, потому что ну, обязательства иногда воспринимаются как наказание. Вот. И здесь дайте возможность ему побыть с этим, обучиться, приучиться. Это новый опыт, опыт без вас, правильно? И опыт, сепарирующий от вас. То есть он может сейчас эту деятельность воспринимать как момент, что я не с мамой. Поэтому давайте пока это полтора месяца он это сделает, как будем вырабатывать привычку, потом эта привычка закрепляется, только после этого он начнет получать удовольствие. Не воспринимать это как наказание, что вы его как бы от себя вот туда. Мгм. Если что-то непонятно, вы спрашивайте, обязательно спрашивайте. Так, дякую вам. Карина, Анастасия, мой сын играл в 4-5 лет, когда почти не говорил и был более спокойно. Сейчас он говорит на уровне 3,5 лет, но совсем перестал играть. А, Смотрите, здесь очень важный момент, что, подождите, как это, мой играл в 4-5 лет, а сколько сейчас? Я не совсем понимаю. 7 лет. Мгм. Здесь мы, вот в 7 лет мы уже, если ребенок прошел все этапы, а каким этапом мы знаем? Мы предметом манипулятивной игры, потом у нас режиссерская игра, потом у нас игра, когда роли мы применяем, да, я там жабка, я там рыцарь, я там еще что-то, и уже пошли игры, в которые нам нужен второй участник. Не во всех играх, но он нам нужен. Это игры с правилами. Игры у нас, когда идут сюжетно-ролевые игры, да, мама, дочки, ну это может быть что угодно, там какие-то пираты и так далее. Мгм. Ролевых не было, буквы и цифры. А до этого были все, что я назвала? Это сначала предметно манипулятивно, когда мы манипулируем предметами. Дальше режиссерская, когда ребенок наваливает кучи и тогда, ага, то есть вам надо с самого начала пройти эти этапы. Вот в чем момент. Я уже думала, что вы все проскочили, и сейчас как раз сюжетные ролевые, и надо ваше действие. Не-не-не. Тогда, Карина, мы возвращаемся с самого начала. То есть с самого начала мы учимся манипулировать предметами и действовать предметом. Ну, например, э, условно ставим фишечки и смотрим, мяч катится, и он сбивает. Мяч круглый, он катится. А вот кубики мы ставим, они устойчивы, и мы из них можем строить башенки и так далее. Дальше, что такое режиссерская игра? Это, ну, обычно дети наваливают какую-то кучу, нам кажется, это ужас ужасович, а для них это какой-то сюжет, да. Туда могут идти и посуда, и какие-то столовые приборы, и конструкты и так далее, но эту кучу трогать нельзя. Потом она разбирается и так далее, делается какой-то шалаш, еще что-то. Это режиссерская игра. Дальше это роли, то есть когда мы там одеваемся в пиратов, мы одеваемся рыцарем, там еще что-то. Дальше это игры с правилами, когда мы учимся, те же эстафеты, те же элементарные игры, когда мы что-то делаем по очереди, есть четкие правила, которые не надо нарушать, нельзя, да. Это командные игры или игры настольные, это потом идут сюжетно-ролевые игры, когда мы меняемся ролями, мама, дочки, пираты-разбойники и так далее. Ну, этих полно, да, больной и врач, и, ну, очень-очень много их. Если мы что-то проскакиваем,
То есть ребенок не приобретает навыки, а в каждой игре это навык. В какой-то игре навык ребенок следит и изучает свойства предмета, и уже четко изучает и понимает, какой предмет, в какой игре он может использовать, что, что катится, что устойчиво и так далее. Дальше, в какой-то игре учится подождать, принять поражение, что кто-то быстрее бегает, кто-то ловче, внимательно и так далее. Ждать, понимание своей очереди, очередность. Это очень важно. То есть игра, она несет важные функции. Почему очень важно, я всегда говорю, до 7 лет. То есть 7 лет мы, как обычно, как правило, ведем ребенка в школу. Да? В Украине в 6 лет, но мы много вопросов об этом говорили, да, что в 6 лет дети не готовы, они еще не отыграли, они физически не готовы сидеть и так далее. Так вот, я вообще почему снова-таки возвращаюсь, не знаю, успею ли сегодня все рассказать, все, что планировала, но надеюсь. Так вот, до 7 лет ребенок уже приобретает определенные навыки, да, когда он может с этими навыками войти в взрослую жизнь. И он понимает и принимает, что он может подождать, и уже принимает поражение, потому что перед этим это поражение он уже проплакал, прокричал, прогрессировал дома, в безопасной обстановке, когда он проигрывал и там разбрасывал что-то, еще что-то. Он в спокойной обстановке учился принимать поражение. А представьте себе, когда ребенок этими навыками не обладает, но зато у нас дети читают, пишут, считают, пазлы делают и так далее, помещаем в пространство к другим детям. И оказывается, ребенок ваш не самый успешный там бегать, не самый, то есть активный и так далее. Ну, то есть какие-то вещи, и он понимает, что он где-то проигрывает. И это уже не безопасное пространство. А он не умеет с этими эмоциями совладать. Он не знает, как с этим быть. Он не знает правил, что надо подождать. Он не знает, что есть выигравшие и проигравших. И это нормально. А как действовать, когда ты проиграл? Не знаю. У кого-то это агрессия, самоагрессия и так далее. Поэтому сколько бы лет вашему ребенку не было на данный момент, если вы понимаете, что ребенок пропустил какие-то этапы игры, мы это догоняем. А как это догонять? Что сделать? У меня есть прекрасный э, курс по игре, то есть направленный на каждую игру. Я сделала для вашего удобства. Итак, игры для того, чтобы речь развивать, закреплять и так далее. Игры для социализации, игры для распознавания эмоций, для физической активности, какие игры и по возрасту, и для, ну, там и по возрасту, и по навыкам, игры для сенсорной, вопросы сенсорной интеграции, когда у ребенка есть проблемы с вестибулярным аппаратом, проприоцепцией и так далее. Поэтому я вас очень прошу, относитесь к этому серьезно. Это не то, что им, ну, игры, ну, когда-нибудь потом доиграем. Нет, самое главное сейчас что-то наобучить, говорить, писать, читать и так далее, а игры потом. Нет, потом нет, потом не будет. То есть без определенных навыков, которые ребенок приобретает в игре, он не готов к социализации. То есть вы все меня спрашиваете, мы хотим социализации. Окей, начинайте с игры. Если ребенок обладает определенными навыками в игре, он выходит на площадку детскую, вот вам момент социализации, когда ребенка берут уже в группу, и он знает, что он, как играть в догонялки, как начинается игра, развивается и заканчивается. Он умеет играть в выбивного, он знает эти правила игры, он уже с вами отыграл и так далее. То есть как это все делается, дорогие родители, вы узнаете, в какие игры играют дети на ваших площадках и обучаете навыкам этой игры самостоятельно дома. Разбиваете эту игру по навыкам. Вот как я вам сделала вариант с соками, да,
сколько навыков должен обладать. Вот так игру каждую прописывайте. А умеет ли мой ребенок делать то-то, 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 то-то. Поэтому очень часто у нас перекос. Это не ваша вина, дорогие родители. Это, ну, то есть я вас не хочу обвинить в том, что вы были увлечены учебой. Нет, это нормально, да, то есть это ваше переживание, безусловно. Но есть вещи, которые вы важны тоже вашему вниманию, и без них нельзя. Без них невозможно этап социализации. И очень часто я слышу ваше потом горевание о том, что ребенка отправили в коллектив. Он прекрасно умеет делать, ну, определенные вещи по учебе, но он не может с детьми играть, он не знает, как с ними быть, его отвергает коллектив, а потому что он не обладает теми навыками. Опять я смайлик отправлю, извините, потому что я не вижу нижней строчки. Сын совсем не хочет со мной играть, говорит, не хочу урок. Может ли быть такое, что неправильно подобраны игры? Смотрите, мы очень часто игры подбираем из наших интересов. То, что играли мы. А мы-то должны делать, исходя из интересов и увлечений ребенка. Возможно, вашему ребенку подойдут игры, где являются какие-то сенсорные вещи. Это может с какими-то горохом и так далее, ну, те вещами, которые ребенок любит перекручивать. Господи, может быть, ребенок любит настолько сенсорика, ему очень нравится. Берете пищевую пленку, которая мебель мы закрываем, когда у нас ремонт. На эту пищевую пленку, пенку для бритья и катаетесь. Игра. Интересно, может быть, ребенку, но не всем, но кто-то из детей брезгливо и фу-фу-фу пачкаться, а кому-то это пройдет настолько на ура. И таким образом положительные эмоции, и ребенок увлечен вместе с вами каким-то действием. Но это как пример, то есть игры могут быть разные. Не все игры мы играем за столом. Эстафеты, прекрасно. У меня эстафеты бегают даже самые неиграющие дети. Вспомните эстафеты. У вашего ребенка 3-4 кубика мягких там, да, у вас и у вашего ребенка. И бежать с одного конца комнаты, взять кубик, перенести в другой конец комнаты. Кто быстрее перенесет все кубики и построит такую же башенку на противоположной стороне. Интересно? Интересно. То есть много можно придумать в зависимости от интересов вашего ребенка, от навыков и умений. То есть здесь, может быть, увлекаемся только тем, что ребенок любит. Окей, тяжело бегать, есть моменты с равновесием, с балансом и так далее. Возьмите игры на обоняние, когда можно угадывать по запахам, либо угадывать на ощупь, где ребенок не видит, какой-то там мешочек засовывает руку, и надо найти именно такой текстуры ткань. Ну, условно, это может быть что угодно. Поэтому и предлагаю варианты вам выбрать для своего ребенка самостоятельно. Есть курс по игре, и вы смотрите, ага, у нас не закрыт вопрос по физическому. То есть есть моменты того, что он не может ловить мяч, не может ногой буцнуть, не может словить мяч и так далее. Берем физическое. Смотрите, тут еще момент, какой очень важный, то, что тоже упускается. До 7 лет развивается параллельно физическая и умственная деятельность. Почему? Когда мы развиваемся физически, у нас создаются нейронные связи. Вот у нас есть правое и левое полушарие, между ними нейронные связи, куда, собственно, потом записываются когнитивные навыки наше письмо, чтение и так далее. Это, знаете, как какая-то дорожка, на которой, собственно, потом посыпаются навыки другие. Если физически ребенок не развивается так, как надо, мелкая моторика, крупная моторика, сенсорные ощущения, то есть определенное обладание, вестибулярный аппарат, равновесие и так далее. То есть мы имеем момент
какого-то определенного торможения. То есть записывать-то некуда записывать, да, когнитивные навыки. Поэтому здесь должен быть баланс. Я вас очень прошу. Найти баланс, куда записывать, собственно, умения, которые ребенка вы пытаетесь научить во время учебы. Записывать некуда. Вы должны научить ребенка лазить по деревьям, перепрыгивать преграды, лазить, правильно держаться. Это катастрофа. Дети не умеют держаться. То есть детки на опору, вот у меня с собой палки нет, вот у меня сейчас карандашик есть. Видите, какие карандашики у меня? То есть это, представьте, что когда мы вот лазили, да, такие перехватывали, правильно захват вот такой, да, когда палец большой внизу, то есть мы правильно захватываем. Как дети сейчас? Вот так. И что мы имеем? Ребенок соскальзывается, рука, неприятный опыт, он падает, плачет, хнычет, и все, не хочу уже потом лазить, потому что было страшно, ударился и тому подобное. То есть даже вот этим навыком, когда я держусь, я уверен, у меня все получается, этому приходится обучать самим, потому что даже на физкультуре как таковой в школе и нету. Если это не физкультура, это, знаете, та же самая детская площадка, которая перешла в спортивный зал. То есть если у нас были раньше нормативы, нас учили правильным каким-то действиям, кувыркам и тому подобное, то сейчас это клуб по интересам. Поэтому это за вами остаются дорогие родители. Даже банально, как делать захват. Почему? Потому что ребенок должен физически развиваться. И когда он будет правильно держаться на детской площадке, мы уменьшим потом сопротивление и неудачи ребенка. Он не будет, уже не будет его, скажем так, какого-то опыта, когда ему было больно, страшно и тому-то подобное. И поэтому, еще раз, у вас есть два союзника, подсказка и поощрение. Я вернусь к этому вопросу, и это очень важно. Вы их, пожалуйста, не игнорируйте. Ой, слушайте, а у меня же еще вопросы. Подождите, извините, я как-то пролистала. Ирина, у нас еще проблема, если все эти действия ребенок может сделать, но не делать, так как ждет разрешения, одобрения взрослого. Отлично, Ирина, смотрите, поэтому есть такая вещь, когда мы ребенка обучаем игре, вот даже действия, вы их компонируете, да, вот эти действия ребенка есть, но вы их компонируете из ряда, из раза в раз вы с ним это проигрываете, потом с помощью визуальной подсказки вы можете это отфотографировать, когда он что-то делает, и уже сами, например, не подсказывайте, а у ребенка будет такая книжечка, да, когда он делает то-то, то-то, то-то. То есть он уже сам, ага, я это сделал, следующее. То есть уменьшаем свою подсказку, а потом уже и эта книжечка не нужна. Ребенок запоминает с помощью вашей имитации, с помощью этой книжечки, ну, как это может выглядеть. Вот у меня родители делали так. Не обязательно делать фотографии. Ребенка фотографируйте, да, вот, например, ребенок, ну, тоже лото берет и соотносит, да, условно. Вы его фотографируете, когда он соотносит. И распечатываете просто на А4 черно-белым на принтере. Потом ребенок, например, когда его спрашивают, до этого, когда спрашивают, у кого есть корова, там поднимает ручку, говорит, у меня, да, условно. В этот тоже момент фотографируете и вставляете в этот, ну, обычная для файликов такая папочка, да, и уже есть определенные последствия действий. И вы снимаете с себя немного так нагрузку с подсказок, но при этом у ребенка еще есть визуальная подсказка, но потом ребенок запоминает, и столько всего нету потребности от вас. Видите, хочу быстро сказать, заговариваюсь. Ну, тут еще момент того, что одобрение взрослого здесь важно, да, вы пишете. Здесь, значит, неуверенность в том, что я делаю это правильно. Я не уверен, что я это делаю правильно. Если будет присутствовать у ребенка поощрение, значит, это для ребенка автоматически галочка такая, да,
я сделал это правильно. Ну, и раз если я получил это поощрение, значит, я это правильно сделал. Тут еще вот этот момент может быть. Динара, конфетами нельзя. Доброй ночи, мы спать. Так. Конфетами можно поощрять, если у ребенка нету никаких ограничений, есть нету аллергии там или еще что-то, но конфетами можно. Если он за эти конфеты трусится и хочет действительно их получить, а не потому, что все дети любят конфеты. Это очень важно. Очень важный момент, что мы часто теряемся и делаем, потому что кто-то любит конфеты, кто-то любит там мыльные пузыри, а ваш ребенок может не любить ни конфеты, ни мыльных пузырей. Поэтому это и не сработает. И это очень важно понимать, что мы подстраиваемся под ребенка, то есть именно его интересы. Это очень важно. Итак, дорогие родители, я, конечно, не все успела сказать то, что я хотела, но я надеюсь, что вы получили ценные для себя советы и информацию, которую вы хотели. Я так поняла, что мне надо продолжать дальше, потому что, как оказалось, я очень многого еще не сказала. Прореагируйте, пожалуйста, дайте обратную связь, насколько для вас было сегодня ценно то, о чем я говорила. Мгм. Спасибо, очень ценно. И вам спасибо большое за ответ. Это приятно, когда вы задаете столько вопросов. Я понимаю, что я выбрала нужную тему, и вам очень важно услышать ответы на эти вопросы ваши. Да. Мгм. Очень интересный эфир. Спасибо большое. И вам спасибо. Ирина, спасибо большое. Я вас благодарю, дорогие родители, специалисты. Я благодарю Яночку, которая все время со мной и с Юлей в прямом эфире и помогает сделать так, чтобы наши встречи состоялись. Делает запись и в чате выкладывает информацию про наши а, вебінari і курси, що є у нас. Угу. Дякую, багато корисної інформації. І я вам дякую. Дякую, цікаво і корисно. Дуже дякую. Итак, на этой неделе у нас курс по игре, и всем, кто приобретет курс по игре на этой неделе, моя часовая консультация вам в подарок. Так что воспользуйтесь такой возможности, и я с вами прощаюсь. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі!